«Ну и куда мы с тобой пойдем?» Сквозь слезы улыбалась Анна, глядя на маленького сына. Крыльцо московского роддома повидало много выписок, но это было особенной. Молодой девушке с ребенком было некуда идти в чужом городе. Анна приехала в столицу не в погоне за богатым женихом или карьерой певицы. Ей нужны были деньги. В рязанской деревне осталась мать, сестра и двое братиков, еле сводящие концы с концами. Но случилась банальщина. Роман с хорошо обеспеченным мужчиной, Тарасом, который вот-вот разведется. Отношения, как водится в таких случаях, сказочно начинались, стремительно развелись до постельного пика и неожиданно закончились. Анна долго приходила к офису любимого в надежде объясниться с пропавшим Тарасом, и каждый раз ее прогонял с презрением охранник. Заметив задержку, девушка поспешила за тестом на беременность. Трясущимися руками, сжимая две полоски, Анна лихорадочно пыталась придумать, что делать. Аборт? Ее тетка умерла после осложнений, когда развилось сильное воспаление. Маме в ноги упасть. Можно попробовать. Только разговор с матерью окончился. Нет у тебя больше матери, Аня. В ходе телефонного разбора полетов нервы сдали у обеих сторон. Ты хочешь меня опозорить на всю деревню и заставить с твоим ребенком нагуленным нянчиться? Но я же с твоими нянчилась, пока ты по мужикам гуляла. Мать сказала, что если Анна вернется, то спустит ее с крыльца. Девушка долгое время скрывала на работе в клининговой компании, что беременна. Она знала, как быстро вылетают залетные, но однажды скрывать стало невозможно. Максимум, на что она смогла разжалобить директора, разрешить остаться жить в съемной для работниц квартире до родов. И вот теперь Анна шла к воротам роддома, не представляя, куда идти. Девочки говорили, что ребенка можно временно оставить в доме малютки, а потом, когда на ноги встанешь, забрать. Но Анна понимала, ей никогда не заработать ни на жилье, как вообще работать, когда на руках малыш. За те дни, что они были вместе, Анна успела прикипеть к сыну, Данилу, всей душой. Когда она вышла за ворота, к ней подъехала черная иномарка. Стекло опустилось. На девушку смотрела элегантная дама, от которой за метр пахло сладкими духами. «Меня зовут Вероника Сергеевна. Садись, я решу твои проблемы». «Я вам ребенка не отдам». Анна инстинктивно прижала сына. «А я разве забираю? У меня к тебе выгодное предложение есть. Согласишься, уже через полчаса будешь жить в теплой квартире с полным холодильником». Зачем-то, оглядевшись по сторонам, Анна села в дорогой кожаный салон. «Ты знаешь, кто я?» — надменно произнесла незнакомка. «Вы, Вероника Сергеевна», — растерянно протянула Анна. Водитель, прежде сидевший роботом, посмотрел на девушку в зеркало заднего вида и усмехнулся. «Базовую информацию ты запомнила. Молодец. Перейдем на следующий уровень. Я жена Тараса, с которым ты терлась по дешевым отелям, нагуляв это чудо». Анна потянулась к ручке двери, но женщина остановила ее мягким движением руки. «Подожди, зла вам не причиню. Наоборот, ты знаешь, сколько я таких, как ты, уже видела. Ваша интрижка меня не трогает, да и ты не впечатлила». Вероника Сергеевна смерила девушку взглядом. «Так что вам нужно тогда?» «А я тебе объясню. Тебе нужно жилье, я его дам. Ты будешь жить в квартире. Тебе нужны деньги, дитя рязанской деревни. Я буду давать их тебе каждую неделю. Твоя задача – растить сына Тараса, но быть под моим контролем. Это будет гарантией, что ты не появишься из-под земли со своим... Как малыша зовут?» Лицо Вероники Сергеевны
вдруг озарила улыбка. Данила. Вот, вы с Данилой будете жить и не отсвечивать. Давай так, ты сутки поживешь на моих условиях, которые я предлагаю, а потом уже ответишь, согласна или нет. Анна, понимая безвыходность положения, согласилась. Тем более, что в словах жены Тараса была своя странная логика. Наверное, она опасается, что Анна вдруг докажет отцовство, и сын будет претендовать на наследство. Жить в небольшой двушке в спальном районе понравилось. Вероника Сергеевна разрешила ей прогуливаться в ближайшем сквере и даже посещать торговый центр. По дому делать почти ничего не приходилось. На несколько часов водитель Вадим привозил домработницу Ольгу. Анна пыталась наладить с Ольгой дружеские отношения. «А вы давно Веронику Сергеевну знаете? Какая она вообще?» «Достаточно, чтобы не распространяться на эту тему», — грустно ответила домработница и поспешила уйти на кухню. Вадим был еще не разговорчивее Ольги, односложно отвечая на все вопросы. Время шло. Анна прожила в золотой клетке уже неделю, всецело посвятив себя сыну. Она даже видела в своем положении удачу. Все лучше, чем дом малютки и работа дворником, рассуждала наивная девушка. Однажды на пороге появилась сама Вероника Сергеевна с Вадимом и Ольгой за спиной. Закинув в кресле ногу на ногу, она железным голосом произнесла: «Вижу, тебе понравилось. Ольга и Вадим мне все рассказывают, но появилось еще одно условие». «Какое же?» – насторожилась Анна. «Ты должна прекратить общение с родственниками. Мне проблемы лишние, и гости тут не нужны». «Ой, вы за это не беспокойтесь, Вероника Сергеевна. Моя мать сказала, что у нее больше нет дочери, когда я сообщила о беременности». «Я похожа на человека, который верит каждому слову?» Рассердилась женщина и еще злее добавила: «Звони давай». Анна неохотно набрала номер матери, который все-таки еще помнила наизусть. «Мама, привет, это я. Я родила сына». «Не вздумай с ним приехать, гуляка столичная. Крутись сама, как хочешь». Анна подняла глаза на Веронику Сергеевну. Та довольно кивнула, встала и позвала свиту. «Ольга, Вадим, поехали». Сцена с телефоном оставила у Анны нехорошее послевкусие. Отношения с матерью никогда не были теплыми. Мать не могла простить дочери, что та пошла учиться в колледж, когда могла бы зарабатывать деньги в семью на заводе. Увидев объявление «Работа вахтой в Москве, клининг, зарплата от 60 тысяч рублей», девушка раздумывала недолго. Но все-таки это была ее мать, ставшая такой не от хорошей жизни. В грустных мыслях Анна подошла к детской кроватке и вдруг заметила, что рядом с Данилой лежит сложенный лист бумаги. Откуда же он здесь? Почему этот день так богат на сюрпризы? Анна неохотно взяла и развернула бумагу. «Отнесись к информации очень внимательно. В комнатах стоят камеры, и в спальне не попадает в объектив только этот угол. Когда Вероника Сергеевна даст тебе таблетки, не пей их, иначе можешь потерять сына». Девушка перечитала бумагу 3 раза. Кто мог оставить послание? Ольга, возможно. Она же тоже женщина и способна посочувствовать. Вадим вряд ли. Он так надменно на нее смотрит. Анна провертелась до самого утра, вставая только покормить Данилку. Чем больше она смотрела на малыша, тем яснее понимала: их испытания не только не закончились, они начинаются. Ранним утром в квартиру снова зашла Вероника Сергеевна с прислугой. «Аня, я тут подумала, а ведь это и не Тараса вовсе ребенок может быть. Кто тебя знает?
Мы сейчас поедем в клинику и возьмем у малыша ДНК. Заодно и тебя обследуем. Ты же кормишь все-таки. Если это сын Тараса, то его кормилица должна быть здоровой. Собирайся быстрее. Рыкнул на Аню Вадим, зайдя взять автолюльку. А ты, Ольга, иди, помоги Капуше. Застряла в шкафу. Хотя Анна была напугана и ждала подвоха, обследования прошли гладко. У нее взяли несколько анализов, а у Данилы еще и мазок изо рта. Все это время мальчик находился при маме. Анна не знала, что в это время в кабинете врача Вероника Сергеевна диктует. В графе «Мама» ставь прочерк. Да как же я напишу, если у Данилы в свидетельстве о рождении мама записана? Как? Пальчиком, мой дорогой. Вероника Сергеевна оттолкнула эскулапа от компьютера и нажала тире. Вечером снова приехали Ольга и Вадим. Ольга передала Ане телефон. «На, поговори с Вероникой Сергеевной». «Здра!» Но ей не дали договорить и перебили. «Аня, анализы показали, что у тебя сильный дефицит железа и некоторых элементов. Ты Данилке здоровая нужна. Врач передал нужные таблетки. Пей их 2 раза в день, утром и вечером». У девушки все оборвалось внутри. Ольга протянула Анне пластиковую баночку с отрешенным взглядом, стараясь не смотреть в глаза. «Вы должны выпить, Анна. Это же для блага малыша». Растерянно процедила Ольга. «Вот вам стакан воды». Мозг Анны лихорадочно соображал. Значит, тайный доброжелатель не врал. Она не знала, где находятся камеры. Их расположение было известно только автору записки. Но и пить, что дают, было нельзя. Анна зажала таблетку между щекой и зубами, сделала глоток воды и заметила, что Ольга закрыла глаза. «Ольга, вам нехорошо?» «Немного давление шалит. Пожалуй, я останусь сегодня ночевать тут». Трюк со щекой Анна повторяла уже пару дней, чувствуя потом головокружение. Напряжение росло. Ольга оставалась в квартире и, кажется, чего-то ждала. Вадим по-прежнему приносил продукты каждое утро. Вроде бы все шло своим чередом. Но Анна смотрела на Ольгу и Вадима, а работники Вероники Сергеевны пристально смотрели на нее. Вечером Анна снова нашла записку. Она уже знала, ничего хорошего там быть не могло. «Аня, ничего не ешь. Поняли, что ты не пьешь таблетки, и завтра заставят съесть. Уезжайте. Как хочешь, завтра в родную деревню на такси. Деньги под матрасом. Мама тебя уже ждет». Утром Ольга брякнула на стол черничный чизкейк. «Вот тебе, Анечка, сегодня особое угощение». «Я не голодна, Ольга», — твердо ответила Анна и встала из-за стола. Она резко бросилась в свою комнату, схватила Данилу и вещи из верхнего ящика тумбочки, бросилась к двери. Там уже стояла Ольга. «Оль, дай пройти». «Я не могу, Анечка, я сама жить хочу. Прости». В глазах женщины появились слезы. Потом Анна и понять не могла, откуда у нее появилась такая сила и решительность. Положив сына на кровать, она вцепилась грузной женщине в волосы. В завязавшейся драке последнее слово поставила настольная лампа, которую Анне удалось схватить. Но ей показалось, что Ольга все-таки поддалась специально. «Дочь, что же ты такое натворила там, в этой Москве?» Мать Анны, только что приехавшая на такси, наливала дочери чаю и украдкой поглядывала на спящего Данилу. «Не спрашивай, мама. Скажу только, что за мной еще приедут. Что делать, не знаю». «А я зато знаю. Всех, кто видел такси, мы предупредили, чтоб помалкивали. Ты с сыном пока поживешь у родственницы в соседней деревне,
как раз дом на отшибе стоит. Что значит предупредила? Что ты знаешь уже, мам? Кто тебе сказал? А мужчина такой приезжал, красивый, высокий, денег дал. Родинка на подбородке была? Ага, вот тут. Женщина показала на себе. Анна поняла, что это был Вадим. Аня хорошо запомнила слова Вероники Сергеевны: «Не отсвечивай». Так она и жила уже несколько месяцев. Двоюродная сестра в целях конспирации покупала все детские вещи в городе, а Аня только по ночам выносила Данилку подышать свежим воздухом. К ее маме приезжали люди. Но мама искусно повторила свой авторский пассаж про «Гуляка мне больше не дочь» и дала осмотреть дом. Больше не приезжали. А потом Аня наткнулась на новость. Жена бизнесмена Тараса Егорова попала в страшную аварию на МКАД. Все находящиеся в машине погибли. Сначала девушка почувствовала облегчение. Свободны. Но потом поняла, скорее всего, за рулем был Вадим. Она часто думала о нем, вспоминала их редкие встречи и даже представляла, что они встретились снова. Может, тогда бы Вадим рассказал ей тайну, а теперь его, скорее всего, нет. Но Вадим был. Более того, уже на следующее утро он подъехал к дому, где жила Анна, на старой двенашке. Девушка, выбежав из дома, обняла его и долго не отпускала. Вадим обнял и ее. Сидя на лавочке, он все ей рассказал. Вероника Сергеевна не могла иметь детей. Когда она узнала, что девушка беременна от Тараса, решила наблюдать, но план в голове уже созрел. Вероника хотела отправить Анну в психушку как любительницу веществ, сошедшую с ума, ведь те таблетки вызывают сильнейший психоз. Чтобы Тарас и не думал снова с ней видеться, а сына преподнести Тарасу как брошенного нерадивой кукушкой еще в роддоме. Переделать документы Веронике было бы несложно с ее связями. Вероника должна была предстать спасительницей ребенка Тараса, на своих руках внеся его в дом и предложить усыновить. Женщина понимала, рано или поздно Тарас захочет наследника, которого она не сможет ему никогда дать. И чтобы муж не начал искать ту, которая сможет, Вероника принесет ему наследника. «Но почему ты помог мне?» Я сам ее ненавидел. И Ольга, кстати, тоже, но она слабая. У нас не было особого выбора. Я, например, был у Вероники в долговой кабале из-за ошибок отца. Она очень страшный человек, Аня. Была. Вадим рассказал, что Вероника уволила и его, и Ольгу после бегства Ани, пообещав, что они больше никуда не смогут устроиться. Сложно представить то счастье, которое охватило рабочих. Вадим вернулся в родные Мытищи и смог пойти слесарем на завод, которым работал 10 лет назад. Руки работу помнили. «Аня, а вы с Данилой поедете со мной?» Девушка молча положила голову на плечо Вадима. Она теперь знала, и в обители зла есть люди, готовые прийти на помощь. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.